Город просыпается, солнце медленно пробивается сквозь темные улицы, окрашивая их золотом нового дня. Доброе утро, это Джерик. Мы проснулись, и вместе с нами просыпается Днепр, один из крупнейших городов Украины, город контрастов, стремительного ритма и грандиозных мостов. Наше путешествие начинается с массива Левобережный 3 и Каравана, одного из самых доступных и популярных торгово-развлекательных центров города. Здесь всегда есть чем заняться: магазины, развлечения, кинотеатры. Но у нас есть важное задание. Это Евротрек Симулятор 2, и сегодня у нас новый грузовик МАН. И это по-настоящему доброе утро, потому что мы официально перевозчики. Но на нас лежит огромная ответственность. Срочная доставка посылок из новой почты в Луганск. Нам доверили этот груз, и мы не можем подвести. Маршрут проложен по второй части Донецкого шоссе в сторону Подгороднего, а затем на Покровск, а там уже и рукой подать до Луганска. Грузовик взят в кредит, но я уверен, что скоро он начнет приносить огромную прибыль. Самое главное — это работать с умом и избегать штрафов. И, конечно же, успевать везде и всегда вовремя. Пристегивайтесь, потому что прямо сейчас мы отправляемся в счастливую дорогу. Уезжаем мы из города Днепр, только в нем вы могли найти самую длинную набережную в Европе, вдоль которой уже спешат утренние бегуны. А волны одноименной реки Днепр лениво покачиваются под легким бризом. Вдали возвышается Мост-Сити, знаковый торговый центр и один из главных ориентиров центров города Днепр. Днепр живет, дышит, движется вперед, и мы тоже не будем терять время. Новая почта нас уже ждет, как и получатели посылок, и будем двигаться. В направлении доставки заказа. Выезжаем мы, конечно же, из города Днепр. У нас зеленый свет. Солнышко так светит ярко. Я специально сделал такую вот камеру низкую, чтобы вы намного больше увидели, чем вообще возможно было увидеть. У нас с левой стороны будет виднеться эпицентр. С правой стороны у нас виднеется метро. И в скором времени мы уже подъедем к Подгороднему. Кстати, мы будем проезжать мимо таких вот населенных пунктов, как Константиновка, Горловка и Янакиево. У нас тут какая-то авария, давайте аккуратненько ее объедем. Я пока что, если честно, еще не привык к габаритам МАНа, потому что все-таки МАН — это крупный грузовик, и это наш грузовик. Мы действительно официально являемся перевозчиками. Это не какие-то там заказы агентств, каких-то определенных служб доставок. Это именно наш грузовик, но пока что взят в кредит под процент, который мы обязательно отработаем. Вот, проезжает мимо полиция. Ну, полиция пусть там едет по своим вызовам. Мы вот прямо сейчас, по идее, будем проезжать мимо Подгороднего. Ну, всего лишь проезжать, потому что нам как бы не нужно именно туда въезжать. Вот. Так, и сейчас будем отправляться дальше. Напишите в комментариях, из какого города вы смотрите данное видео. Если вы, допустим, смотрите из Подгороднего, насколько Подгороднее вообще было хотя бы немножечко похоже, потому что здесь как такового Подгороднего на карте Донбасс мапы нет. Но руководствуемся тем, что есть. Кстати, карта Донбасс мап создана одним прекрасным человеком, который максимально детализированно ее вообще сделал, отработал, обработал, вот можно сказать, как вообще угодно, потому что я вот тоже катался по вот этой трассе, даже вот пока ездя в городе там по тому же СМТ Слобожанска, если кто знает, вот, и оно вот все, понимаете, настолько все похоже, что вы себе не представляете. Донецк и Симферополь. Единственное, что не похоже, так это, конечно же, расстояние, а именно масштабы карты, которые вы, кстати, подметили в комментариях. Спасибо огромное за ваши комментарии, я все комментарии внимательно прочитал, и действительно, да, масштабы этой карты, конечно же, намного меньше, чем в действительности, но мы с вами не забываем то, что это игра Евротрек Симулятор 2, и в данной игре не заложена возможность делать масштабы карты намного больше, чем вообще
существует карта игры. Хотя, возможно, я, конечно же, и ошибаюсь. Кстати, пока мы едем, я хотел бы показать, как мы немножечко приукрасили грузовик. У нас тут кошак Дракула в качестве пассажира. Два грузовичка, которые вот дают знать то, что мы не одни. Мы не одни как бы едем. Вон, видите, две кабинки трясутся. Volvo. Вот. И, конечно же, собачка и кружечка Euro Truck Simulator 2. Все, что у нас осталось от 14 февраля. Хотя у нас приближается 8 марта. В принципе, это, знаете, это как два очень значимых праздника. Один для половинок, второй для вторых половинок. Вот. Не знаю, кстати, возможно, кто-то из женщин, девушек тоже будет меня смотреть, но по статистике данные поездки предпочтительны, конечно же, парням и мужчинам. Так, вот, кстати, наш всеми известный поворот, который мы немало времени простояли, но сегодня, вот прямо сейчас, вот прямо таким ранним утром, я специально выехал именно в раннее утро, чтобы было как можно меньше трафика, у нас едет грузовой поезд. Грузовой поезд у нас там отправляется. Как же замечательно, как прекрасно, и мы выезжаем из Днепропетровской области. И прямо сейчас уже будем езжать в Донецкую. Надеюсь, что новая почта нас дождется, потому что у нас осталось не так много времени. Если мне не изменяет память, нам необходимо доставить заказы как раз таки примерно до 2 часов дня. Поэтому будем потихонечку поторапливаться и надеяться на то, что мы успеем это сделать, так как путь предстоит у нас не маленький. Мы, конечно же, потратили какое-то время, чтобы полюбоваться городом Днепр. Вот я, как житель Днепра, я бы оставался бы любоваться вечно, потому что я очень много лет мечтал, чтобы именно мой город, именно даже чуть ли не мой район сделали такой игре, как Euro Truck Simulator 2, либо в какой-то другой игре, которая вот максимально проработана и детализирована в плане графики, потому что вот эта вот карта, она вот максимально, на данный момент, максимально идентична вот в плане города Днепр. Вот единственное, конечно же, не хватает правого берега, центра города, вот набережной, какой-нибудь Победы. Вот хотелось бы, конечно, увидеть город полностью, но что поделать? Так, товарищи, я немножечко, да, испорчу вайбик с таким вот небольшим ускорением, но нам необходимо спешить. Да, это, конечно, блокпост. Надеюсь, нас просят, потому что, скорее всего, в принципе, те, кто возят грузы, возможно, тоже спешат, не успевают сделать вовремя доставку. Но мы надеемся, что в нашем случае все будет очень даже хорошо. Так, остановимся мы на стоп-контроле. Так, остановились. Нас, в принципе, посмотрели, обсмотрели. Увидели то, что мы везем очень важный заказ из новой почты. Хотелось бы отметить, что прицепы из новой почты на карте Donbass Map, это, кстати, версия 1.53, актуальная версия игры. Вот, хотелось бы отметить, что, ну, лично для меня, мы, кстати, въезжаем в город Покровск, посмотрим его еще одну часть, которую мы не успели увидеть, потому что мы ехали в направлении Донецка, а сейчас мы едем в направлении Луганска. Так вот, хотелось бы отметить то, что прицепы новой почты, как по мне, вот самые яркие вообще на карте Donbass Map. Вот посмотрите, насколько яркий красный цвет и насколько они реалистично вообще сделаны. Нова почта, доставка майбутнього. Ну, яка доставка, чи яка доставка, або яка доставка, дорожче, все дорожче в нашому світі. Трохи української мови я додам, тому що нова пошта це українська компанія. Вот, хотелось бы теперь добавить, да, то, что у нас везде все дорожает, но, тем не менее, хотелось бы, чтобы качество, конечно же, оставалось на высоте. Напишите, кстати, что, возможно, у вас дорожает в городе, возможно, какие-то там продукты, вот. Потому что, ну, понимаете, такое время, такие у нас времена, вот если сравнить какой-нибудь 2000-й год, то там, конечно, все было совсем по-другому. Вот, напишите, какой вам вообще год в вашей жизни нравится больше. Вот 2025 год, может быть 2020, а может быть 2018, а может быть 2000. Ну, смотря, конечно, какого года вы рождения. Так, мы въезжаем по Покровску. Вот здесь мы, конечно, катались, поэтому здесь мы аккуратненько прокатимся. Так, кольцом мы проезжаем, нас пропускают. Ну, спасибо, конечно, огромное. Я, кстати, думал, что полиция
тоже пропускают, но она там припаркована, скорее всего, тут какие-то, да, ведутся мероприятия, как в прошлый раз мы тут ехали, тут все зачищают, возможно, честно не знаю, что вообще конкретно здесь происходит именно в Покровске, но если вы узнали свой район, напишите в комментариях, потому что я не житель Покровска, мне сложно сказать, где мы вообще проезжаем, вот, потому, ну, можно только предположить то, что город Покровск, ну, сделан так, знаете, ну, немножечко, то есть какими-то, возможно, базовыми частями какого-то отдельного района. Вот, какого размера именно Покровск вообще в реальной жизни, тоже ж, это все для жителей Покровска, потому что если вдруг кто-то смотрит из Покровска, то, конечно же, напишите об этом. Так, а мы, скорее всего, выезжаем вот во вторую часть Покровска, и здесь тоже будут какие-то цеха, билд, мейс. Вот, такой вот у нас Покровск. Да, конечно, хотелось бы увидеть немножко больше каких-то вот значимых объектов. Вот да, тут какие-то заправочки, какие-то там идут дороги. Дороги в бесконечность, как мы с вами называем. Но это Покровск. На карте Донбасс Map. Мы проезжаем это, знаете, это мне больше кажется даже какой-то поселковый, что ли, тип, если есть такое слово, если можно вообще так, ну, выразиться. Простите, если какие-то слова я использую нецелесообразно для того, чтобы описывать. Но у нас тут, и смотрите, есть железная развязка. Вот. Так, нам остается только повернуть направо. Я уже вижу то, что по дороге у нас какой-то слишком интересный будет выезд из Покровска, потому что мы не можем сразу повернуть направо. Скорее всего, потому что у нас там идет встречное движение, либо нам необходимо куда-то забраться. Кстати, опять же, хотелось бы акцентировать то, что очень детализированно сделаны дома. Вообще эти черепицы крыш, заборы, вот даже ходит человек, да, он ходит туда-сюда, катаются велосипеды. Ну, это не так важно, как вообще вот детализировано в плане текстурок. Вот тут машинки, ну, машинки, в принципе, да. Наверное, не так сложно сделать, хотя если есть в Euro Truck Simulator 2 модельки машин, и их сами создатели не делают, так, а нам, кстати, необходимо повернуть налево, то, конечно же, это все намного просто. Так, поворачиваем налево. Я, правда, не понимаю, почему мы именно вот так вот едем. Пойди... А, ну да, все правильно. В принципе, мы забираемся наверх. То есть мы, получается, сейчас выезжаем. Это, кстати, у нас будет виднеться, возможно, какая-то и центральная часть Покровска. Может быть и нет, но... Не знаю почему, но лично у меня вот такое ошибочное мнение, то что если ты проезжаешь на кольце, то это обязательно какая-то центральная часть. Вот почему-то у меня кольца ассоциируются с центральной частью, хотя даже вот у меня в городе Днепр есть кольца, которые находятся вообще в спальном районе. Поэтому, если вы узнали, что это за район в Покровске, то напишите опять же в комментариях. Я вот немножечко вот так вот вам покажу. У нас тут тоже ездят автобусики, маршруточки. Вот, собственно, примерно вот такой вот район. Вот, напишите в комментариях, если вы действительно узнаете, что это вообще такое. Так, а мы сейчас проезжаем по верхней части. Это, ну, фактически это как мост, но это и не мост, потому что нет реки. Вот, сейчас мы будем, соответственно, выезжать. Хотя пока что мы вроде и не выезжаем. Я просто вижу какие-то высотки. Возможно, действительно мы еще будем кататься именно по городу. Потому что путь у нас предстоит, вот мы будем проезжать еще так. А товарищи, что как-то, да, они себя немножечко странно ведут. Хотя, в принципе, и я занял 2 полосы. Нет, мы все-таки выезжаем из города Покровск. Хотя тут есть какие-то здания. Возможно, где-то неподалеку у нас тут есть Константиновка. Но мы в саму Константиновку заезжать не будем. Мы будем проезжать вот мимо. То есть там будет поворот, на который нам не нужно будет ехать. То есть мы проедем мимо. Кстати, здесь, наверное, будет какой-то блокпост, скорее всего. Но сейчас посмотрим. Просто нам необходимо быть к этому готовым. Потому что вот, смотрите, видите, тут припаркованы машины. Честно, не знаю почему, хотя нет, смотри, есть вот у нас какое-то здание. Да, у нас вот какая-то электростанция, либо ТЭЦ. Вот, поэтому, скорее всего, это работники все там приводят в лад, то есть порядок. Вот, поэтому движемся дальше. Пока что у нас идет спокойная трасса. Сразу вспоминаются поездки вот междугородние, вот на каких-то таких, знаете, маршрутках, автобусах. Вот кто катался, меня поймет, потому что вот такие вот виды, они реально расслабляют. Конечно, кто-то любит и просто вот так вот посмотреть направо, налево.
А кто-то любит под какую-то спокойную музыку, либо под какую-то, наоборот, ну, не самую спокойную. Ну, вы знаете, я вам скажу то, что Ман себя ведет довольно-таки комфортно, в принципе, мне уже привычно. Хотя я, на самом деле, кстати, меня пытается обогнать. Это знаете, это как дорожная ситуация, меня пытались обогнать, хотя я сам-то и скорость прибавил. Хочу остановиться, знаете почему? Потому что здесь я вижу то, что, как знаете, придорожнее, хотел сказать придорожнее кафе, но тут, знаете, как придорожный рынок. Тут продают всякие товары. И что тут чего нету? Какие-то баночки, рассолы, картошечки. Ну, конечно же, что-то на праздник, не будем говорить что, потому что, ну, мало ли кто нас смотрит, хотя, судя по статистике первой части из города Днепр, все-таки преимущественно смотрели люди от 18 лет, поэтому если вдруг, не дай бог, кто-то смотрит до 18 лет, конечно, простите, ну, что, как бы, вот такой вот попалось в кадр. Так, поэтому мы проезжаем дальше. Вот, понимаете, да, насколько детализированно можно было сделать карту Donbass Map, чтобы можно было обсудить просто тех людей, которые, ну, вынесли свои товары из каких-то сел. Да, тут, кстати, вот смотришь вот так на карту, и даже не видно, вот откуда они вообще могли прийти, вот именно вот в эту часть, потому что смотришь направо, смотришь налево, никаких домов. Вот опять же какая-то припаркованная машина, и да, там еще какие-то там арбузики были, дыни. Ну, это мы все понимаем, это мы все знаем. Наша с вами задача, конечно же, доехать. И мы этой задачей будем обязательно придерживаться. Вот, кстати, опять меня кто-то пытается обогнать. Видимо, водитель так просто и не не остановится, не даст нам поманеврировать впереди. Ну, будем, если что, смотреть на него. Так, у нас вот такие вот поля, облака. Погодка, кстати, хорошая. То есть, знаете, не самая ясная, и вот немножко так с облаками. Вот что-то такое средненькое. Напишите, кстати, какая вам больше нравится погода. Потому что мне нравится, когда вот светит солнышко, когда вот ярко все. Ну, сейчас, конечно, солнышко светит, наверное, в противоположную от нас сторону, потому что мы его не видим, или немножечко оно зашло за облака. Так, и я вот вижу как раз-таки вот этот поворот, скорее всего, это вот тот самый поворот, который мы проедем мимо Константиновки, потому что я точно знаю то, что мы не будем в нее заезжать. Ну, сейчас посмотрим, скорее всего, это он. Так, давайте повернем, это даже не поворот, это скорее всего, кольцо. Вот у нас там есть какой-то указатель. Да, вот трасса H20, а ну-ка давайте посмотрим. Да, Константиновка прямо, а Донецк-Мариуполь направо. Ну, мы как бы не совсем в Донецк и не совсем в Мариуполь. Но, да, Константиновка у нас находится прямиком на трассе H20. Так, ну, в принципе, да, у нас тут не главная дорога, но, в принципе, фура не так едет быстро. Тут какие-то ограждения, давайте посмотрим. Да, тут какие-то импровизированные блокпосты. Поэтому будем, давайте, аккуратненько проезжать. Да, блокпосты, конечно, без людей, да, это добавляет, конечно, реалистичности. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, то, что, да, это реалистично, но, тем не менее, оно вот так. Здесь у нас какая-то есть площадка. Честно, не знаю, что это вообще может быть. Я сначала подумал, сейчас Клебанбик какой-то, Клебанбик. Ну, надо будет посмотреть, честно, не знаю, что такое Клебанбик. Я, если честно, подумал, то, что это, возможно, какая-то площадка для отдыха. То есть, знаете, вот Евротрек Симулятор 2 есть такие площадки, где ты можешь отдохнуть после трудного рабочего дня, после трудных былых будней, соответственно, по перевозке заказов, в том числе новой почты. Вот. Ну, в Константиновку мы не заехали, но это, знаете, Константиновка известна заводами стекла и зеркал, которые поставляют продукцию по всей стране. Здесь, ну, вернее, в Константиновке здесь. Это, знаете, мне уже кажется, то, что мы по Константиновке едем. Вот. В общем, в Константиновке производят уникальное фиолетовое стекло, которое можно увидеть в архитектуре многих городов. Если кто-то замечал фиолетовое стекло, то, возможно, вот именно из Константиновки оно, соответственно, и есть. Так, у нас тут такая вот дорога, да, немножко подразрушенная. Ну, это, знаете, тут неправильно будет сказать слово подуставшая, потому что вы понимаете, почему именно таким образом сделана здесь дорога. Вот, а мы, кстати, да, мы, тем не менее, едем по трассе H20 и сейчас будем езжать. Так, вот смотрите, справа Донецк, прямо Янисувата. Вот, но нам необходимо налево, потому что Луганск у нас находится в противоположной стороне, у нас какая-то разрушенная машина. Но, тем не менее, как вы видите, есть у нас трафик, то есть ездят у нас люди, ну, вы же понимаете, да, какие люди.
Вот. И мы совсем скоро будем уже подъезжать к Горловке. Горловка это один из центров угольной промышленности. Я, кстати, на всякий случай включил поворотник. Вот. Но она также известна и огромным химическим заводом. В принципе, у нас в Украине вот чуть ли не везде получается, вот где там какие-то ТЭЦ, где там какие-то химические заводы, где промышленности. То есть в каждом городе есть что-то вот, ну, своя какая-то памятка. Допустим, у меня в Днепре это исторический музей. Ну, одна из достопримечательностей. Это ж, понимаете, это ж не самое, как бы, главное. Вот. Где-то в Донецке это, конечно же, Золотое кольцо, торгово-развлекательный центр, вот который мы с вами посмотрели в прошлый раз. Если кто не видел предыдущую серию, то обязательно посмотрите. Потому что, как меня потом уверили после просмотра, мне сказали то, что, ну, реально вылитый, просто максимально похожий. Вот, поэтому обязательно посмотрите вот предыдущую часть. Вот, а по поводу Горловки, к которой мы вот сейчас в ближайшее время, по идее, подъедем, есть музей миниатюрной книги, в котором хранятся книги размером меньше 1 сантиметра. Понимаете, есть даже вот такие вот книги меньше. Так, а это у нас, да, это, в принципе, двухполосная, потому что там вижу у нас поворот налево. Вот. Вот такие вот даже... А, подожди, это, простите, я немножечко был неправ. Ну, заговорился, так понимаете, вот заговариваться за рулем не стоит. Вот если вы в реальной жизни катаетесь, вот не делайте этого, потому что наступите на те же грабли, на которые чуть не наступил только что я. Так, а что у нас вот здесь? Так, здесь у нас почему-то все стоят, честно не понимаю почему. А, ну здесь, да, тут какая-то линия стоп, ну давайте тоже остановимся. Потому что линию стоп мы не нарушаем. Линия стоп это значит что-то важное. Так, вот мы остановились, как раз прямо на линии. Так, и будем... прямо сейчас ехать. Кстати, я еще подделал такие вот фонари, которые работают вот как дальние. Ну, дальний свет, понятное дело, сейчас не нужен, потому что у нас как бы 12 часов дня. Хотя вот на трассах, если кто не знает, то на трассах обязательно должен быть включен ближний свет, либо противотуманки. Так, подожди, что-то произведена выплата... Ой, простите. Произведена выплата по кредиту в размере... А, это мой кредит, это то, что мы взяли. Вот, мы взяли кредит максимально доступный на данный момент в игре, а именно 100 тысяч евро. Вот, взяли 100 тысяч евро, но я думаю, благодаря вот таким вот заказикам мы постепенно его и вернем, потому что, да, мы решили купить поношенный грузовик. Честно, он поношенный до 7% ущерба, но это если кто уже знает прям про саму игру. Вот, поношенный до 7%, но тем не менее ощущается он очень даже так бодренько. Да, мы его обязательно починим, хотя, по-моему, можно и продавать грузовики, возможно, мы и продадим. Ну, посмотрим, как пойдет. Так, и это у нас, вот у нас Горловка, вот сейчас будем мы в нее как раз въезжать. Вот, 1779 год. Вот, на стеле, на данной вот вывеске. Ну, честно, пока не знаю именно почему 1779 сделал разработчик. Но, видимо, он посчитал это чем-то таким вот знаком. Так, добро пожаловать в Горловка. Так, а у нас тут... Туши свет. А, короче... Простите, я опять подумал то, что мы едем по... по, соответственно, односторонней, то есть... А там, получается, да, там же встречка. Ну да, сейчас смотрите. Я просто хочу посмотреть, вот вместе с вами давайте посмотрим. Вот он, да, он сейчас перестроился, и да. Вот, ну... Свет мы, конечно, не потушили, вот... Данная расцветка напоминает мне заправку Юкон. Вот у нас даже в Днепре была заправка Юкон, но это немножко другая заправка. Тут у нас вот остановка, какие-то компании, дом-депо. Ну, я не уверен, что именно все компании, которые мы сейчас с вами видим, они действительно вот есть в Горловке. Если кто-то смотрит с Горловки, то напишите также в комментариях, что у вас есть интересного. И если вдруг мы проезжаем мимо какого-то значимого места или какого-то значимого объекта, то также укажите, потому что пока, ну, мы вот с вами смотрим, ну, пока что ничего так в глаза и не кидает. Ну, вот там какой-то проезд под мостом, ну, ничего такого прям знакового. Вот как мы катались по Донецку, там можно было реально кататься и никуда вообще не уезжать. Потому что, судя по тому, где мы с вами уже были, Донецк это была самая вот масштабная, самая большая версия вообще постройки карты, вот в плане... Именно карты Донбасс мапа, на которой мы сейчас катаемся. Но пока мы катаемся по Горловке, это, скорее всего, какой-то, ну,
Населенный пункт поселочного типа, если так можно сказать. Так, я на всякий случай притормаживаю, потому что, да, вот светофор как раз был желтый. Вот тут у нас тоже какие-то цеха. Так, и прямо сейчас будем уже поворачивать. Так, я так понимаю, то, что это мы уже выезжаем из Горловки. То есть сейчас уже будет у нас, наверное, выезд. Так, а у нас... Вот самое интересное, здесь у нас светофора нет. Это очень странно, то, что именно здесь у нас нет светофора, хотя... Как по мне, этот перекресток более серьезный, чем те, которых мы были до этого. Там у нас стоит автобусик, скорее всего, забирает пассажиров. Так, а грузовичок у нас поворачивает. Кстати, если кто помнит, вот эти автобусики, они вот так же вот у меня по Днепру также катались. Если у вас были такие вот автобусики, вот которые справа на остановочке стоял, тоже напишите, потому что это прямо воспоминания, это нечто. Такие узкие двери, в дверях были монеты, ой... Вспоминать и вспоминать, в общем-то, такие прекрасные времена. Но, тем не менее, сейчас мы будем ехать. Кстати, у нас тут есть трамвайные путя, то есть, по идее, тут ездят какие-то трамваи. Вот, а мы поворачиваем и проезжаем, я так понимаю, через... Так, аккуратненько. Так. Простите, пассажиры, мы вас не подберем, хотя у нас, в принципе, есть место для 3 человек. Но... По правилам, грузовик не предназначен для таких вот перевозок. Ну, разве что для еще одного пассажира. Кстати, нет у нас, скорее всего, второй кровати, что очень странно. А, ну да, у нас же бюджетная версия грузовика, потому что в некоторых грузовиках, некоторых фурах есть у нас вообще... Так, нормально, все. Все, справились. Так, сейчас будем аккуратненько ехать, потому что у нас тут какие-то... Так, лежачие полицейские. Ну да, все хорошо. Вот какие-то грузовика все-таки предусмотрены именно 2 кровати, 2 спальных места. Так, у нас там что-то дымит. Скорее всего, какая-то ТЭЦ. Ну, этого мы прям точно не знаем. Мы просто проезжаем по светофору. Так, и смотрите, у нас троллейбусные путя уходят в правую сторону, а нам необходимо ехать... ну, там, скорее всего, какая-то круговой разворот, какой-то тупик, потому что я вот на такие детали... Обращается внимание, обращается. Так, у нас светофор, а перед светофором лежащий полицей. О, кстати. Вот смотрите, есть Тирол. Здание под названием Стирол у нас есть. В принципе, смотрите, в Горловке так что-то и проработали, оказывается. Я просто думал, то, что Горловка вообще будет пустая. Нет, смотри, мы катаемся. Есть вот какое-то... Вот честно, вот кажется то, что как центр города какой-то. Ну, чисто вот со стороны, вот вместе сами смотрим... Ощущение то, что мы в каком-то, ну, может даже не центре, но в каком-то вот месте, которое вот реально кидается в глаза. Так, ну вот меня опять тут обгоняет. Ну, не надо меня обгонять. Я, в принципе, не так медленно и еду. Но, тем не менее, вот так вот мы быстро попутешествовали по Горловке. Я, опять же, хочу увидеть, возможно, действительно... Ой, собачки. Собачки такие хорошие. Вот Евротрек, чем мне нравится Евротрек, вот можно вот все что угодно, все что захочешь, вот максимально детализированно проработать. Вот даже животных. Вот собачки, кошечки, вот реально классно. Так, у нас тут церковь. Еще остановочки. Я так понимаю, то, что вот это уже точно будет выезд из Горловки, потому что дальше у нас пока что, кроме односторонней дороги и деревьев, больше ничего не виднеется. У нас осталось меньше 100 километров, а это означает то, что... Нам осталось так, ну, уважаемые, ну куда же вы лезете? Куда же вы лезете? Нам осталось всего лишь проехать еще Янакиево. Мы в него также выйдем, а потом мы уже въедем в сам Луганск. И посмотрим, насколько он вообще не уступает Донецку. Так, подожди, Янакиево нам право, а Донецк направо. То есть мы в Янакиево, скорее всего, не въедем. Ну... Видимо, не въедем. Хотя, конечно, хотелось бы, но нас очень сильно ожидают приемщики, потому что нас по головке не погладят, если мы привезем намного позже новую почту. Потому что новая почта это намного серьезнее компания, хотя так же, как и АТБ мы возили, ну, АТБ мы привезли. АТБ, просто понимаете, чем отличается АТБ и новая почта? Новая почта это ваши же посылки, то есть ваши посылки, которые вы отправляете там своим друзьям, куда-то еще в какой-то другой город. Или если вам отправляют. Вот если вам отправляют, то насколько вы хорошо реагируете, когда ваша посылка задерживается в пути? Насколько вы вот хорошо или нехорошо реагируете? А вот товары из АТБ, как бы, понимаете, есть же запас товаров какой-то на складе. Туши свет. Опять тушить свет, да что ж такое?
Зачем его тушить? Давайте вот здесь потушим. Вот как раз вот там, где они остановились. Сейчас потушим. Посмотрим, что от нас опять хотят. Опять хотят потушить свет. Ну давай. Так, маршрутка, кстати, Ford Transit. Блин, капец, Ford Transit. Так, тушим свет. Все, потушили свет. Вроде бы все хорошо. Теперь давайте, соответственно, продолжим нашу дорогу. Так. А, ну вот, я остановился. Я остановился на стоп-контроле. Тут немножко просто попозже показало. Вот в магазине у нас, в любом магазине, в принципе, есть какой-то запас товаров, хотя счастливого пути. Благодарим. Так, у нас, кстати, какая-то стела, хотелось бы глянуть. А, это у нас стела Донецкая область, то есть немножко, кстати, другая стела Донецкой области, ну, тоже очень даже красивая такая. Вот, счастливого пути, а можно мне, пожалуйста, карту? Вот заметила вот этот баг, опять же, то, что карта не открывается. После вот этой вот надписи. Есть у нас в каких-то профессиональных магазинах какой-то запас товаров, которые вообще могут... Ой, как они меня агрессивно, конечно, обгоняют. Я ж могу и не увидеть. Есть какой-то запас товаров. Они его реализуют и, в принципе, могут доставщики, ну, Луганская область. Кстати, вот у нас даже указатель Луганской области. Не сильно оригинально, но, судя по, знаете, по стилистике карты, вот в каких она сделана красках, то понятно, почему именно так. Вот. А почта. Ой, я вам скажу то, что... Знаю я, допустим, вот у нас в Украине есть новая почта, есть у нас Укрпочта. Вот, знаю, какая почта не любит привозить все быстро, а какая почта, наоборот, все делает моментально. Но не буду говорить какая, потому что если кто живет в Украине, вы сами понимаете, о каких почтах я вообще имею в виду. Но мы везем почту, которая все-таки оперативно все делает. Да, все-таки нет. Все-таки я сказал, все-таки я себе немножко попротиворечил. Но офигеть, даже автобусик, даже сзади какой-то едет автобусик. Ну, мы с вами очень интересненько вообще провели время. И прямо сейчас по трассе М84 мы сейчас подъедем в Луганск. Да, карта, конечно, вот именно трассы карты максимально короткие, максимально маленькие. Я с вами согласен полностью, но... Ой, пассажиры отдыхают. Но с другой-то стороны, когда города у нас сделаны очень детализированно, очень хорошо, то зачем нужны трассы? Для кого они нужны? Возможно, есть какие-то единицы людей, которые вот любят, чтобы больше проехаться по трассе, города не смотреть. Вот по трассе проехаться, чтобы, знаете, как быстро, с ветерком, на большой скорости. Но если вы едете на каком-то общественном транспорте, хоть межгородском, хоть вы везете какой-то груз, вот как мы сейчас, то вы ничего такого не сделаете. Хотя, ну, Евротрек, конечно, позволяет это. Но давайте не забывать то, что это игра. Так, а что это у нас такое? Так, Ахтерскому труду. Очень красивая стела. Честно, не ожидал какие-то тут стелы увидеть. Я думал, то, что мы сейчас прямо уже подъедем в Луганск. Но тут какая-то очень значимая стела была. Так, ну, поехали. В принципе, если вот посмотреть налево, вот мы с вами смотрим налево, да, там, конечно, пустота, но кому-то ж это нравится. Кому-то нравится. Так, это у нас что? Это у нас какая-то машинка. А, шиномонтаж. Ну, кстати, да. Есть такие интересные вывески. И тут, конечно же, немного руин. Разрушений. Ну, больше на это похоже, чем на складирование всякой щебенки. Так, у нас тут какие-то продаются... А, это ткани, да? Это что-то из тканевого, какие-то коробки именно для хранения, ну, допустим, одежды. Вот, возможно, именно что-то такое. Потому что, честно, я не понял, что это еще может быть. Ну, как видите, здесь, да, здесь вот что-то продают. Там опять какие-то арбузики. Здесь, да, вот такая картина. Замечал то, что любят продавать. И вот продавца почему-то нет. Вот как покупать, если нет продавца? А вот здесь пасутся коровы. Ой, даже коровы есть. Класс. И это у нас сидит пастух, либо какой-то наблюдатель. Ой, пастух, говорю. Хотя, может, он пастух и называется пастух коров. Там, может, пастух овец. Просто коров вроде бы никто не пасет. Ну, у нас, знаете, у нас все не так. У нас все немножечко наоборот. Так, у нас здесь тоже какая-то... А, едет? Подожди. Ой-ой-ой. Вот это, кстати, очень детализировано. Посмотрите, едет лошадка на тележке, сделанной из старой ржавой машины. Сделали седло.
Я, кстати, не знаю, есть ли такое в реальной жизни. Смотрите, он действительно, он едет, он куда-то едет. А можно с ним поехать, можно у него порасспрашивать, что это, вот как вообще можно было додуматься. Очень красиво, очень детализировано, вот глаза прям не успевают нарадоваться, вот то, что мы именно катаемся по этой карте. Пожалуйста, хочу, судя по первой серии, потому что все-таки есть и существуют люди, которые будут приравнивать наши поездки в то, что происходит в реальной жизни. Я, если что, высказываю свое мнение по поводу, конечно же, именно карты, по которой мы сейчас, соответственно, катаемся. Так, и у нас, нам остается всего лишь доехать до Луганска. И, кстати, вот это, скорее всего, вот наша стела Луганск. Луганск 1795. Вот по поводу годов, честно, я вот не шарю. Вот если кто шарит, что значит 1795? Почему именно этот год взял вообще разработчик данной карты? Так, и вот мы въехали в Луганск. Нам остается прямая дорога. Возможно, мы сейчас что-то увидим в Луганске. Так, центр. О, мы едем в центр. О, вот это мне нравится. Вот сейчас мы будем ехать в центр. Но если мы едем в центр, значит в центре что-то у нас, по идее, так и будет. Так, давайте посмотрим. Так, ага, Лисичанск, Старобельск. Нет, нам надо центр. Вот мы в центр едем. Так, а что у нас находится в центре города? Так, я так понимаю, если вот это вот является центром города, может быть, конечно, и вряд ли. Хотя, не зная центра, судить то, что это не центр или это центр, это как-то не сильно объективно. Но, тем не менее, какой-то город Луганск у нас виднеется. Если кто знает, что это за район, напишите в комментариях. Я понемножечку буду отворачивать камеру, чтобы вы, в принципе, видели что-то, возможно, значимое. Вот у нас есть эпицентр. Если вы житель или жили когда-то в Луганске, то реально вот напишите, вот похоже ли это на что-то. Класс, даже машина возле эпицентра катается. Вот насколько можно было детализированно сделать карту, ну, я не видел такого вот в реальной игре, вот даже в DLC-шках. А разработчик сделал так, что катаются даже просто возле торговых центров. Ну, насколько он не молодец вообще. Вот просто, как говорится, честь и хвала разработчику за вот такие вот карты. Если он еще расширит и нынешние города, еще какие-то новые добавит, вообще будет огромный респект и почет. Кстати, хотелось бы еще покататься по какому-нибудь Николаеву, может, но я еще не просматривал, если у нас Николаев, но, по-моему, в данной версии нету города Николаев, вот если в какой-то другой карте. Так, а это у нас метро. Ну, честно, я не знаю, является ли это центром Луганска, ну, мне почему-то кажется то, что мы еще не проехались по центру Луганска, и сомневаюсь то, что именно центр Луганска здесь есть. Да, есть какие-то здания, какие-то высотки. Ну вот прям центра, вот когда вот ты катаешься по Донецку, вот опять же, у меня есть Донецк во сравнении. Вот чтобы вы не говорили то, что я Днепр нахваливаю, у меня есть тот город, которого я не знаю. У меня есть сравнение Донецк. В Донецке у нас было здание, Золотое кольцо, у нас было здание государственной администрации. Это был Донецк. Здесь же, ну, не знаю, ну, как-то... Мне кажется, разработчик эту карту... Ой, в смысле, этот город просто еще не доделал. Или мы чего-то не заметили. Ну, давайте, опять же, немножко медленно прокатимся. Вроде как мы успеваем, хотя смотри, уже 3-й час, а мы успеваем. Я думал, то, что на нас нагонят то, что мы так долго везем, но вроде бы нет, мы успеваем. Но смотрите, ну не кажется то, что прям есть какой-то центр. Ну, давайте подъедем вот до туда. Может быть, там мы что-то заметим под конец. Ну, пишите в комментариях, как вам Луганск именно вот на карте Донбасс Map, потому что... Честно, хотелось бы увидеть что-то большее, возможно. Необъективное мнение, согласен, потому что, опять же, еще раз, не знаю, какой раз повторяюсь, я не житель ни Луганска, ни Донецка, ни Покровска. Но вот так вот. Ну смотрите, станция Луганск-Лески. Тут, скорее всего, даже есть какая-то переправа. Ну, в реальной жизни, скорее всего, именно переправы нет. Так, для проверки остановитесь и нажмите. Так, ну, так, проверились. Так, теперь нам надо... груз, соответственно, выдать. Так, проверка пройдена, можете продолжать движение. Так, ну мы вписываемся в габариты. И все, что нам остается, так это завершить заказ. Так, все. Завершаем и смотрим, что у нас выходит. У нас выходит превосходно.
Так, 3124 евро, бонус навыка, бонус доставки на большие настроения и базовая часть. Спасибо огромное всем за просмотр. Давайте мы с вами прокачаем дорогостоящий груз, потому что нам необходимо погасить все-таки долг. Я вам сейчас покажу, вот как это, соответственно, выглядит. Срок в днях 1 из 35, то есть каждый день будет списываться у нас какие-то средства. Вот, спасибо огромное каждому за просмотр. Спасибо каждому за поддержку. Какой город вы хотели бы, чтобы мы еще отправились? Я вот вам под конец покажу карту. Вот как она у нас выглядит. Да, у нас нету Николаева, у нас нету прям полностью южной части. Где вы хотели бы, чтобы мы еще побывали, пишите в комментариях, потому что у нас остались города, в которых мы не были. Вот тот же Харьков. Вот если хотели бы в Харьков, чтобы мы прокатились, Краматорск, Константиновка, пишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр, всем пока и до новых встреч, дорогие друзья.